Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на вторую половину месяца мая. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты выпадут на этот отрезок, на этот период времени. Итак, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень и очень вам признательна, если вы это сделаете. Итак, тельцы, давайте посмотрим, что же происходит у тельцов. Какие карты у вас сегодня выпадут. Первая карта — семерка кубков. Начнем мы с нее, и замечательно, что она выпала, но это карта множества вариантов вашего сосредоточения на каких-то мечтаниях, возможно, даже очень много мечтаний. Вы можете здесь во второй половине мая прояснить ситуацию вокруг какого-то вопроса, да, где вы сомневались, какое решение принять, допустим, и здесь начинает проясняться какой-то вопрос. Тут же есть еще и десятка жезлов, и здесь, вероятно, долгое время существовало у вас какое-то бремя, может быть, проблемная ситуация или давний конфликт, и я думаю, что вы посвятили этому столько времени, столько энергии, столько ресурсов, разговоров, даже, знаете, дело дошло, возможно, до того, что вы поняли, что этому нужно положить конец, потому что вам нужно освободиться от какого-то давнего бремени, может быть, давнего конфликта или спора, какого-то груза, который вы на себе тащите. Возможно, дело в большой рабочей нагрузке, в том, что вы выполняете на работе, или даже конфликт какой-то из-за этого может возникать, или какие-то споры на рабочем месте, ни к чему не ведущие споры, или какие-то ваши внутренние переживания, конфликты от того, что вам некомфортно в таком состоянии, необходимости все тянуть на себе. И основной энергией и фокусом у вас будет карта звезда, то есть это то, чего вы хотите, возродить надежду, веру свою и оптимизм. И я думаю, что какая-то ситуация вас могла измотать изрядно, и вы потратили огромное количество времени и энергии, посвятив себя каким-то отношениям, работе или какой-то ситуации, в которую вы вложили очень много труда, очень много усилий, и, возможно, некоторым из вас приходилось снова и снова достаточно долгое время пытаться убедить кого-то в том, что, по вашему мнению, правильно или что, по вашему мнению, верно. И вы как будто в замкнутом круге находились, в каком-то постоянном конфликтном состоянии. Но да, в такой упрямом состоянии, когда вы хотели все равно что-то вытянуть так, как вам было нужно, как вы считали правильным. То, чего вы хотели, да, и опять-таки здесь какие-то были ваши попытки донести свою точку зрения, чтобы именно так было, как вы хотите. Ну, давайте подумаем, что еще. Возможно, вы здесь просто, да, пытались убедить кого-то в чем-то, чего человек не хочет, или во что не верит. Да, может быть, пытались что-то доказать на работе касаемо определенной ситуации. Я думаю, что пришло время здесь, ну вот как будто, знаете, сбросить с себя все-таки этот груз. Ну, давайте посмотрим. Карта пятерка мечей тут же, рядом с картой звезда, и карта принц мечей, такой воздушный знак, не ваша стихия, но тем не менее много решительности, много настойчивости, напора такого. И так как она идет вместе с картой звезда рядом, где есть много оптимизма и веры, вы готовы следовать своей мечте со всем напором, со всем энтузиазмом. И потому что вот вы верите в осуществление задуманного, вы знаете, что для вас правильно, что для вас хорошо, что для вас верно. И, ну да, возможно, в какой-то момент вы сбились с этого пути, но сейчас понимаете, что вы на него возвращаетесь, потому что как будто бы вам хочется вернуть себе покой, вам хочется вернуть себе надежду, веру в то, что для вас важно, и вы понимаете, что нужно отпустить что-то тяжелое, потому что вам надоело бороться с чем-то или как будто бы пытаться преодолеть какую-то кирпичную стену. И так как здесь этот рыцарь мечей есть, ну, знаете, здесь очень много, правда, знаете, как вот показывается, будто вы много времени вкладывали, энергии, ресурса, вот этой порывистости вашей по мечам,
пытаясь кого-то в чем-то убедить, уговорить снова и снова, а затем пытались доказать это своим поведением, тем, как вы живете или как вы работаете, возможно, как вы вкладываетесь в какие-то отношения или в какую-то работу. Вы пытались убедить там окружающих в чем-то для вас важном. И было искушение продолжать так делать, но как будто бы вы понимаете, что вот в этой ситуации, в этой битве как будто нужно отпустить вожжи, да? Нужно как проиграть, то есть не хватит бороться, не нужно это делать, потому что вам для сохранения вашего душевного покоя нужно эту ситуацию отпустить, чтобы по кругу не начинать ее снова и снова. Давайте посмотрим еще. Карта смерть. Карта принцесса Пентаклей или паж Пентаклей. Ну, смерть. Но это не о чем-то мрачном. Здесь вот вы как будто должны принять тот факт, что что-то может быть не совсем реалистично или невозможно, какие-то иллюзии. Да? И нужно остановиться, чтобы посмотреть, как двигаться вперед дальше по другому пути и защитить свои ресурсы, чтобы не растрачивать их зря, там, свои ресурсы, свою энергию. Вам как будто нужно трансформироваться и переродиться, стать другим человеком. А это означает отпустить что-то и сделать первые практические, потому что это пентакли, практические шаги на новом пути, пути перемен. Нужно хотя бы принять этот факт, смириться с тем, что что-то должно измениться для того, чтобы двигаться вперед. Нужно отпустить желание убедить там другого человека или другую сторону, или там на работе кого-то, что-то доказывать, в конце концов, убеждать в чем-то, что для вас важно, потому что это больше это не ваша задача, убеждать другого человека в том, что он не хочет принимать. Или тянуть на себе что-то, что другие люди не оценивают или не понимают, сколько усилий вы в это вкладываете. Давайте дальше посмотрим. Еще один земной, по сути, да, персонаж. Это принц Пентаклей, рыцарь Пентаклей. Здесь ваша стихия, кстати, да, земная, земного знака. И тут же еще и карта Козерога выскочила, карта дьявола. Но здесь, по большому счету, что-то, что приближается к концу. Вы приближаетесь к тому моменту, когда понимаете, что этому должен прийти конец. Искушение дьявола, которое здесь имеется, оно как будто бы подсказывает тебе все время, что тебе это нужно, а тебе не нужно от этого отказываться, даже если это токсично, если это какие-то нездоровые отношения или работа, которая вас обременяет, портит здоровье, допустим, да, забирает много сил. Вот вы сосредоточились, много уже вложили работы, много сил, шаг за шагом в этом направлении двигались, но вы слишком перегружены, чересчур, и от этого нужно отказаться, потому что очень тяжело под гору эти жезлы тащить. Но дьявол как будто бы вас этими цепями обременяет и говорит, что ничего не терпели, сейчас потерпим, оставляйте, все как есть, ничего не нужно завершать. То есть это как вот такой вот чертенок на плече, дьяволенок, который дает неправильный совет. И вот здесь вот вам нужно свою свободу воли, свободу выбора включить и семерку кубков проявить как выбор, осознанный выбор, когда вы готовы этот выбор сделать наконец-то, каким бы он сложным ни был, уйти, если даже трудно уйти, потому что чем дольше вы в чем-то остаетесь, тем больше вы к этому привязываетесь, привыкаете и связываете себе руки, ноги вот этими цепями. Тем больше вы пытаетесь себя убедить в чем-то, даже нереалистичности какой-то, да, и убедить себя, что вы что-то не можете изменить, допустим, или не можете повлиять, или что вы не можете от чего-то уйти, но это скорее иллюзия, потому что что-то подходит к концу, и у вас сейчас есть реальные шансы трансформироваться, уйти от какой-то неприятной или тяжелой, обременяющей для вас ситуации. У вас есть возможность этого выбора, и вам нужно сейчас это решение принять и этот выбор сделать, потому что сейчас самое подходящее для этого время. И что бы вы ни вкладывали в то, чем вы заняты, да, в чем вы видите рост, видите постоянное совершенствование, но после каких-то длительных усилий, многих лет потраченных, если ничего по сути не изменилось, вы должны понять, что нужно вкладывать свои усилия или средства во что-то другое, да, что принесет результат и не будет вас обременять или давить вас, подавлять как-то. Дальше идет карта страшного суда и карта пятерка кубков у вас, да. Пятерка кубков, восьмерка кубков. То есть здесь у нас вот такие интересные. Давайте вот так оставим. Ну, на самом деле здесь эти карты, которые есть, да, страшный суд, важное решение.
важное решение, переворачивающее все в вашей жизни, что-то очень-очень кардинальное, что-то очень-очень такое меняющее, да, вашу жизнь. Возможно, здесь даже не знаю, ну то есть здесь в любом случае вы должны принять какое-то переворачивающее вашу жизнь решение, 8 чаш, уйти от того, что вам не подходит, потому что 5 кубков, вы постоянно возвращаетесь к тому, что что-то не получилось. И вам нужно отпустить сожаление, отпустить печаль. Нужно перестать смотреть на что-то с сожалением, на то, что сломано, то, что не сработало, так, как вам бы хотелось. Да? То есть это уже произошло. И вам нужно понять, что нужно уйти от этой душераздирающей ситуации или этой вещи, которая вашу жизнь там, или вашу надежду, или вашу веру, оптимизм разрушает. То есть вам нужно верить в лучшее и идти по этому новому пути и отпустить какую-то неудавшуюся, проигранную ситуацию или проигранную борьбу, соответственно. Но такой достаточно интересный расклад, может быть, не самый позитивный, но тем не менее в перспективе хороший. Нужно просто иметь смелость для того, чтобы это правильное решение для себя принять, этот выбор сделать. Тельцы, держитесь, думаю, у вас расклад отыграется максимально позитивно, в позитивном ключе, и не настолько травматичным будет эта трансформация, через которую вы проходите. Пишите в ваших комментариях, насколько это видео, этот расклад подходит вам, резонирует с вашей ситуацией. Мне будет приятно ответить на ваши сообщения, и также приятно знать, что этот расклад не оказался вам ненужным или лишним. Да? Пишите, не стесняйтесь. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.